Любителям красивых цветов отдыхать не приходится. Несмотря на то, что на календаре ноябрь, о посеве некоторых растений стоит позаботиться уже сейчас. К таким относятся цветы с длительным периодом развития, то есть у которых от появления всходов до первого цветка проходит несколько месяцев, а порой и полгода. Чтобы увидеть цветение как можно раньше, с их посевами не стоит затягивать. К подобным тугодумам относятся многим любимые эустомы. У этого красивейшего цветка, особенно у некоторых ее высокодекоративных сортов, период от всходов до раскрытия первых бутонов занимает не менее 6 месяцев. Если не откладывать и посеять семена в ноябре-декабре, зацветет эустома примерно в мае-начале лета. Зато цветет она не только красиво, но и долго, до поздней осени. Эустома – это отличный цветок для украшения сада и дома. Ее низкорослые сорта идеальны для переднего плана и выращивания в контейнерах. Высокорослую эустому часто выращивают на срезку. Букеты с этим цветком выглядят потрясающе. При посеве примулы в ноябре ее цветение вы сможете увидеть уже в следующем году. Цветок хорош своей неприхотливостью, яркой и разнообразной окраской, а также выносливостью к притенению. Однако к молодым всходам это не относится. Любую рассаду обязательно потребуется досвечивать, иначе она станет вытягиваться, истончаться и чахнуть, и в конце концов просто погибнет. Для тенистых садов можно посоветовать разные сорта гейхеры. Этот многолетник поражает разнообразием окрасок и рисунком своей декоративной листвы. Многие гейхеры еще и симпатично цветут. По окончанию цветения вы можете собрать свои семена для посева. К сожалению, такие растения стоят в магазинах недешево. Иногда, чтобы пополнить и разнообразить свой цветник, приходится выращивать растения рассадным путем. Чтобы молодые гейхеры успели хорошо развиться и успешно перезимовать следующую зиму, этот многолетник начинают высевать уже с декабря. В сад окрепшие сеянцы высаживают в конце мая, начале лета. Хочу напомнить, что очень важно осенние и зимние посевы обеспечить хорошим освещением. Именно по причине нехватки света многие цветоводы с посевами не спешат. И тут уже выбирать каждому, что лучше. Подождать и получить более позднее цветение или приступать к посевам пораньше. Учитывайте также, что для появления всходов многим культурам потребуется поддерживать не только оптимальную влажность и свет, но и температурный режим. У большинства цветов он колеблется от плюс 18 до плюс 25 градусов. В компанию к примулам и гейхерам можно посадить очаровательную астильбу. Этот яркий многолетник хорошо себя чувствует и красиво цветет даже в тени. Конечно, сейчас не проблема купить самые разные сорта этого растения, но гораздо интереснее и дешевле вырастить астильбу из семян. Семенам потребуется предварительная стратификация. Подготовьте рыхлый и слегка влажный грунт. Посеянные поверхностно семена прижимают к почве и слегка сбрызгивают водой из пульверизатора. Затем накрывают пленкой и убирают в холодильник. Через 1,5 месяца переносят на подоконник. Всходы появятся примерно через 3 недели. Учтите, что перелив, как и пересушивание земли, недопустимы. Всходы могут погибнуть. Уже окрепшую рассаду на клумбу можно будет высаживать, когда минует угроза возвратных заморозков. Астильба станет расти в притенении на в меру влажной и питательной почве. Обратите внимание на такой эффектный цветок, как клубневая бегония. Ее вы также можете посеять семенами. Но с ее посевами уж точно не стоит откладывать, так как от появления всходов до раскрытия цветов порой проходит не менее 5-6 месяцев. Это растение идеально подходит для подвесных кашпо. Яркое, пышное цветение бегонии легко украсит на весь сезон ваш сад и интерьер. Ее часто высаживают в контейнеры на балконе. Эти цветы также выдерживают легкую полутень. Неутомимым цветоводом в декабре можно приступать к посевам катарантуса. Посеяв его в ранние сроки, этот цветок порадует вас цветением в начале лета. Катарантус цветет не только ярко, но и до самых морозов. Среди этого неприхотливого цветка есть компактные кустовые сорта и те, что подходят для контейнерного выращивания, и как ампельные культуры. Если вы не хотите заморачиваться с семенами,
а они у катарантуса достаточно мелкие. Сохраните свои маточные кустики в зиму. Ближе к весне с катарантуса можно снять много черенков. Для того, чтобы создать эффектный цветущий бордюр в саду, многие выращивают английские сорта узколистной лаванды. В отличие от французских сортов, она более зимостойкая. В своем саду, в климатической зоне 5Б, что в центральной Украине, ее кусты на зиму я не укрываю. Я заметила, что свежесобранные семена хорошо прорастают даже без предварительной стратификации. А вот покупные и те, что уже полежали, необходимо подвергнуть обработке холодом. Посеянные семена ставят на нижнюю полку холодильника или в неотапливаемой теплице на пару месяцев. Затем посевы переносят в дом под хорошее освещение. Молодые ростки развиваются не так быстро, как того бы хотелось, поэтому это растение можно уже начинать высевать со стратификацией в декабре. Облегчить эту задачу можно под зимним посевом прямо в открытый грунт, то есть в сад. Посеянная лаванда за зиму пройдет естественную стратификацию и своевременно взойдет. Ее семена мелкие и в почву их не заглубляют. Сверху присыпают песком и опавшей листвой. Весной оставшуюся мульчу убирают и укрывают посевы белым агроволокном. Многие цветоводы начинают высевать в ранние сроки виолу и вербену. Это относится к ампельным сортам, у которых более длительный период развития. Это же касается колиусов и дихондры. Из садовых многолетников пораньше высевают на рассаду метельчатый флокс и дельфиниум. Их семенам обязательно стратификация. Это же относится к горячавке и аквилегии. Многие садоводы, чтобы не проводить стратификацию, высевают цветы после листопада в открытый грунт. Но есть довольно дорогие растения и редкие сорта, семена которых продают буквально поштучно. Вот их лучше выращивать рассадой. Еще один совет: для посевов используйте чистый универсальный грунт с добавлением речного песка или перлита. Подросшие всходы периодически проветривайте, раскрывая их буквально на несколько минут, чтобы внутри вашей теплички не застаивался влажный воздух. Конечно, столь ранние сроки посевов на рассаду не обязательны, особенно для садоводов северных регионов. Многие, возможно, скажут, что некоторые из этих культур можно посеять гораздо позже, но и зацветут они примерно со второй половины лета. Тут уж выбор за вами. В любом случае, страстным любителям цветов отдыхать не приходится даже сейчас. Кстати, поделитесь, пожалуйста, какие цветы вы сеете на рассаду уже в конце осени, в декабре. Напишите о своем опыте в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.